Вот мужик зашел, штофы закрылась, все, работа пошла. Подожди, но мы Всё. прямо же в центре улицы. Охренеть. Стойте. Выключайте телефон. Не, все, поезжай, газуй. Корея находится на втором месте в мире по распространенности проституции. По закону это не разрешено, но никто за это не ругает. Нам удалось взять эксклюзивное интервью у человека, который напрямую связан с этой сферой. Вы когда-нибудь рассказывали на камеру все, что хотите сегодня нам рассказать? Нет, Чем вы занимаетесь или занимались? я просто продаю девушек. Сегодня мы узнаем, как в Корее устроен сексуальный бизнес, Все отели и бары – это места, куда ходят корейцы после офиса или во время работы для того, чтобы встретить девчонок, с которыми можно то самое. кто и зачем приезжает продавать свою любовь, Замужние, с мамами даже приезжают. Дочка, мама работает. С мужьями Если дочка и приезжают. мама, и дочка Да. вместе работают? Даже беременные были. сколько можно на этом заработать. Без презерватива $100, в попу $120. И попытаемся выяснить, почему же именно в Корее проституция так популярна. Нас некоторые ругают и говорят, зачем вы такое снимаете? Это трэш, там, еще что-то. А на самом деле это же возможность каждому человеку понять, что такое вообще существует, и не обманывать себя. Ну, так устроен сегодня мир, в нем это есть. Здравствуй, Здорово, я Паша. я Тома. Тома? Да. Классненько, Тома. Это что такое нас ты привела? Это Это известная эскорт-улица в Корее. эскорт-улица прям? Да. То есть это вот все отели вот там? Это Да. все как бы, так сказать... Да, все отели и бары – это места, куда ходят корейцы после офиса или во время работы для того, чтобы встретить девчонок, с которыми можно то самое. Они прям там как работают, получается? Или... Да, или работают, или приезжают, есть разные системы. Окей. А это вообще разрешено по закону или как? По закону это не разрешено, но никто за это не ругает. То есть, как бы, в Корее мы называем это хаппоп, если я не ошибаюсь. Хап-поп? По-моему, да, по-моему, это называется хаппоп, это значит, что это наполовину законно. А он прям выглянул, Так вот, смотри. смотрите, ребят, мы приехали в Сеуле, мы находимся на улицу Красных Фонарей, называется она. Пожалуйста, вот девочки, вот так они все выглядят. Обалдеть. Они Вот прям они, вот вот это они. все, это все Это- прям работают. Это все прям работают. Заходите, Подожди, но мы всё. прямо же в центре улицы. Вот мужик зашел, штофы закрылась, все, работа пошла. А он голенький почти. это вот это смотрящие, кто за ними смотрит. Вот эти? Да, вот на машинах и вот эти. Нет, это клиенты, а вот там были смотрящие. А сколько стоит вот девушка здесь? Ну, прайс какой примерно? Ну, 15 минут 150 тысяч, вон. 150, это 15 баксов? Нет, Нет, это, 150 долларов. это, да, если считать, ну, как один к одному, то 150 долларов. 150. Почему мы не можем снимать ваше лицо? Ну, мне не хотелось бы. Это как бы такая тема, не... которой можно гордиться, чтобы снимать открыто. Вы когда-нибудь рассказывали на камеру, ну, даже скрывая лицо, все, что хотите сегодня нам рассказать? Нет, Первый раз? да. Окей. Расскажите, пожалуйста, с кем вы работаете или чем вы занимаетесь? Или занимались? Ну, если, грубо говоря, сутенер, Это что значит? ну, что значит в России сутенерство? Наверное, организовывают работу девушек, которые продают свои услуги? Ну, скажем так. То есть что нужно делать? Находить или как? Как устроена вообще эта работа? Ну, мне находят, я просто, можно сказать, продаю девушек. То есть вы с клиентами взаимодействуете, которые девушек заказывают? Которые приходят в караоке. А, Караоке-система. ага. Расскажите, пожалуйста, вот как устроен вот этот бизнес,
чтобы у нас понимание сложилось. Ну, в Корее есть несколько систем караоке, в которые приезжают работать девушки с России, с других стран СНГ. Есть караоке, которые работают без интима, есть которые с интимом. Система караоке, которая без интима, там просто девушки должны отдыхать, веселиться, ну, типа собутыльница на ночь, которая, если будет она веселая, будет получать деньги. Там не предусмотрено интим, но, естественно, девушки, наверное, ходят, кто понравится им там по любви, за деньги, возможно, я не знаю. Но там не предусмотрен интим, как бы, и в некоторых клубах даже это наказуемо. А вот смотри, сейчас ребята зашли туда. Вот, да, парочка. это оно. Но она проститутка или нет? Ну, я же не видела ее в лицо. Ну, выглядит просто обычная девушка. Я же не видела ее в лицо. Как-то я проституток в лицо знаю. Не, ну она выглядит обычной девушкой. То есть это может быть просто парочка, да? Возможно, но, как правило, в такие места ходят, как бы, ребята. А, уже как бы конкретно, ну, да? да. Угу, понятненько. А зачем девушки вообще такую работу выбирают? Чисто ради денег? Ради денег, конечно, но многим из них нравится. Многие из них просто любят секс, и это круто. Параллельно с сексом можно заработать еще и денег. Ну, то есть это не так уж и... Ну, это круто. Они говорят, лучше мы потратим потом после работы проституткой какое-то время на психотерапевта, чем мы останемся без денег и проживем, ну, типа, без квартиры, без ничего, без бизнеса. А так они зарабатывают бабки, покупают квартиры, открывают салоны красоты, магазины, начинают какой-то бизнес, потратят немного денег на лечение, и все у них классно. Вот. Это лучше, чем жить без бабла. А как вообще получается, что девушка оказывается в такой ситуации? В какой ситуации? Что она приехала, например, там из стран СНГ? Добровольно все приезжают, находят объявления где-то в России, менеджеры. Я сама не думала, что это настолько большой бизнес в мире, причем. А это действительно большая индустрия, огромный бизнес, там много людей работает, менеджеры, скауты, которые предлагают сарафанное радио элементарно. Там подруга приехала, заработала деньги, сказала своей подруге, то такая, я тоже хочу. Большие все равно ведь это деньги. Приезжают замужние, даже беременные были. Скрывают животы свои. Замужние с мамами даже приезжают. Дочка, мама работает. С мужьями Если приезжают. дочка и мама, и дочка Да. вместе работают? И такие были. С детьми приезжают на каникулах, например. Ребенок, пока мама на работе ночью дома спит, днем с мамой путешествует. Слева аккуратно снимаем. Максимально аккуратно. Тихо, помедленнее чуть-чуть. Стойте, стойте. Выключайте. Выключайте телефон. Не-не, все, поезжай, газуй. Что, поехал за нами, нет? За нами машина какая-то. Стрёмно, конечно. Господи, мне так страшно было. Как они поняли, что мы снимаем? Девушка Видно. просигналила. Вот отсюда видно, когда телефон светится. Вот мониторы сейчас светятся, видно. Но они бы по-любому попросили удалить. Если бы не удалили, тогда силу бы применили уже. Да? Да. То есть они не боятся закон нарушать? Нет. А вот то, что сейчас все-таки снимаем, У они них- потом могут найти что-нибудь такое? Да. И ты не боишься? Боюсь, я же здесь буду. Я же здесь останусь скорее. Это в центре города? Да. То есть полиция, в принципе, это не то, что... То есть, Не, все знают. Это же открыто, вы сами видели. то есть это... То есть они не тарятся, ничего, да. Ну да, то есть это обычная улица, ты просто Да. едешь, и у тебя в центре прям окна, девушек сидят. Да. Ну, а сколько примерно там караоке-клубов всего в Сеуле? Ну, примерно. Миллионы. Ну, то есть это там тысячи... Конечно, все вот, которые пьяные улицы, там на каждом шагу, не знаю, на одной улице только может быть штук 20-30. А примерно какое соотношение, в каком проценте из них есть интим-услуги, а где нет? Нет, конечно, больше где без интима. Немножко система от России отличается. Караоке в нашем представлении это просто зал, да, где усаживаются за столики, по очереди поют песни. В Корее это по-другому. Это комнаты отдельные, диван, стол, караоке, соответственно. Приходят гости. Если клуб с девушками, то заходят девушки 10, 20, может до 50 доходить.
гость выбирает. Если система предусмотрена с интимом, то обычно сидят 1-2 часа в караоке, а потом идут уже в мотель. Еще час. Есть еще совсем такая грязная система здесь. Вот пришли 5 гостей в караоке, выбрали себе девушек, посидели, поотдыхали, захотели интима, тут же все вместе занимаются. Ну, каждый со своей этой же девушкой. комнате. Не групповой интим, естественно, а в этой же комнате, да. Но это дешево, во-первых, дешевле, чем если идти в мотель. Девушки меньше получают тоже, естественно. Ну, там больше поток, на этом зарабатывают. Если у девушки, которые идут в мотель с интимом, работают 1-3 клиента, максимум 4 в день, за ночь, то там может доходить до 10. Оплата секса начинается от $50 за один раз. То есть по разам считается, не по минутам? Да, не по минутам, не по часам, за один раз. Один раз кончить — это $50. Так, а что еще там прайс-лист какой? Без презерватива $100. В попу $120. А отсосать дополнительно $20. Прайс-лист дешевле. довольно большой, да. Окей. Ну, чтобы люди, так сказать, ничего про тебя не подумали, ты откуда об этом всем знаешь? От клиенток. В смысле от клиенток? Я занимаюсь пластической хирургией, и мои клиентки зачастую это девочки, которые работают в Южной Корее. Они рассказывают очень много интересных историй про свою работу. Расскажи нам парочку самых необычных. Самая необычная история была. Одна из моих клиенток, она приехала на вызов к инвалиду. К мужчине, который не мог двигаться, у него не было рук и ног. Сначала она к нему приехала и хотела отказаться от секса, но потом ей стало его жалко, и она говорит, он кончил буквально за 20 секунд и сказал ей, что до нее никто не соглашался с ним переспать. Даже за деньги, даже за удвоенную и утроенную оплату. Жесть какая. Так что работа бывает разная. Через какие этапы девушка проходит? В какой-то момент там, ей подруга рассказала. Она Связывается с менеджером, через который... ей дали контакт какого-то менеджера, да? Это вы или это кто-то Нет, другой? другой менеджер. Возможно, напрямую мой дают номер. То есть, говорю, есть менеджер такой, посредник, который ищет, а вы уже менеджер, который... Есть менеджер, скауты еще от менеджера. Они отправляют по разным странам. Не просто вот менеджер в одну Корею отправляет. Отправляет Дубай, там Иордания, Турция, в любые страны, в принципе. Скаут тот, кто отправляет девушек уже? Скаут тот, кто ищет девушек для менеджера. Получает свой процент за это. Все, понял. То есть какой-то скаут едет, например, в Дубай или там в Африку или в Россию? Нет, в России ищет в интернете девушек. В интернете Не прям нужно находит никуда девушек? ездить, да. Условно говоря, в Передает соцсети менеджеру пишет контакт. какой-то им и говорит, привет, Да, хочешь ли поработать? То есть прям исходящие даже совершаются. Да. То есть, грубо говоря, если сегодня вы девушка, то в теории вам могут написать в соцсети и Вполне. сказать, привет, хотите ли поработать в Сеуле? Вполне. Окей. Предлагают разные системы, все равно на чем-то договариваются. Чаще кредитуют билеты девушкам, потому что понимают, что девушки, даже девушки, которые работают годами, чаще всего приезжают, не имеют даже $1, потому что тратят все впустую. Я, может быть, за все время работы видела, может быть, 3 девушек всего, которые действительно работали, копили, купили квартиры, бизнес открыли. Сейчас спокойно занимаются бизнесом, хорошие деньги. А в основном это легкие, видимо, деньги, и они их так быстро тратят. То есть они едут, чтобы заработать, но при этом они думают, Хорошо что какое-то пожить. время поработают, да, накопят, а на самом деле тут же начинают все спускать. Да, они ездят годами, по 10 лет, я знаю, кому уже за 40, они вот всю жизнь так ездили, ничего не смогли скопить, какой-то капитал, чтобы построить в России. Можно на эти деньги действительно хороший бизнес построить, если примерно в месяц зарабатывать $20 000. $20 000 — это те, кто с интимом или без? С интимом. Кто без, до 10 000. До $10 000. Что тоже нельзя сказать, что прям огромные деньги. И не маленькие деньги. Да, но психологический удар-то на всю жизнь. Кто без интима, в принципе, они веселятся, отдыхают. Днем они путешествуют, ночью работа. Все, кто приезжает первый раз с интимом работать, чаще всего первое время им тяжело морально. Поработав неделю, получив деньги, они забывают о своих ценностях, обо всем.
Это точно безопасно, типа, сейчас? Ну, потому что нас запалили уже просто. Ничего страшного, я вот так маску надену, А есть еще? капюшон надену. Да, есть еще одна. Давай Понятно, только, что мы короче, тебе не будем. пойдем в первую кабину. Какую первую? Ну, самую первую попавшую, блин. И там девочка понравилась больше? Нет, чем? так чтобы... Это вот эта, которая толстая сидела? Да какая разница, нам же просто цену узнать. Нам же надо просто узнать цену, ребята. Только вопросы спрашивайте, типа, если мы вдвоем, можно? Вот такие, ну, чтобы интересно было. Бля, давай, приемник. Вот девушка. Ага. Че, пойдем к ней? Ну, можем поинтересоваться. Давай спросим. 예, 안녕하세요. 서울이? 왜요? 미국인. Она говорит, что иностранцам, говорит. Ну, типа, Нет? Да, да. Иностранцев нет? А почему? 왜요? 저희 중국, 네, 일본, 네. 어느 정도 말이 통해요. Она китаянка. Ага. И не знаю, почему она говорит, ну, с иностранцами. А, Типа, типа, не буду, да. это ее личный принцип? Ну, я не знаю, сейчас вот мы у других спросим, сейчас пойдем. Ну, давай вот у нее. Нет? Она тоже что происходит? Ну, Вот она. а сразу нет. Капец. Вот видишь, машина сидит? Да, я понял. Это смотришь. Я понял. Да какой вопрос интересует? Ну, Мне задай, я смотри, уже сразу спрошу. ну, типа, сколько стоит? Первый вопрос. 안녕하세요. 혹시 얼마예요? 15분에 10만 원. Она говорит, 15 минут 150 тысяч. А, 15 минут. Да, да. А если вдвоем? 혹시 우리 소면 안 돼요? 10만 원 없어요. 없어요. Она говорит, ну, вдвоем нельзя. Нельзя. Ага. Ну, давай спросим у нее сколько. Она все-таки, она в возрасте уже, давай спросим. 안녕하세요. А, 혹시 얼마예요? 그래요? 뭐예요? Она говорит, что иностранцам нельзя. угу. Понятно. Слушайте, я вошел в кураж. Не, на самом деле, Отказали. 3 раза отказали. Почему? Потому что я иностранец. Когда я шел туда, было очень страшно. Прям, я не знаю. Вот. Но когда, типа... Ну, потому что просто ты чувствуешь, что сзади тебя, типа, смотрят люди из тачки. И поэтому, короче, адреналин вот так вот фигачит, и ты думаешь, ну, что сейчас будет? А потом, когда тебе уже вторая отказывает, ты уже такой, ну, интересно, а кто не откажет? И вот мы у последней спросили, она сказала, что я не знаю почему, но нам не разрешают с иностранцами. Вот, ну, видимо, кто смотрящий вот эти, Мгм. не разрешают. Но при этом она все равно сама согласилась. Это другая согласилась. Это вот последняя, которая тоже отказала. Нет, говорит, мы с иностранцами. И я так понимаю, вот эта вот, которая стояла, которая согласилась, она стояла вообще в полотенце завернутое. Как-то вот так вот. Ну, я так понял, да. Максимально готова. Ну, походу. Ну, это прям грязь. Как вы оказались в этой профессии? Как вы искали сутенер? Вместе с мужем. А он, там, знакомые ему предложили сначала. Вот так и начали работать. А муж чем занимался? Тоже? Нет, он до этого работал в офисе, а потом вот знакомые предложили легкие, большие деньги. Предложили что? Тоже работать сутенером? Ну да, в этой сфере. Окей. И потом, а вы с ним познакомились до или после того, как он в этом? До познакомились. То есть вы с ним познакомились, как назовем так, с обычным мужчиной, Да. а потом он занялся такой профессией. Мгм. Он с вами советовался, когда принимал решение этим заняться? Или для вас это было сюрпризом? Ну, изначально не советовался. Как-то, ну, потом, естественно, я как жена втянулась в это просто. Просто я хочу понять момент, когда вы как жена узнали, что теперь ваш муж не в офис ходит, а, так сказать, привозит девушек на работу проститутками. Как в этот момент произошел? Ну, как-то плавно произошло все, что для меня это не было чем-то необычным.
Потому что знакомые работали в этой сфере, и мы общались регулярно. Окей. Ну, вы просто увидели, что у мужа стало больше денег откуда-то, да? Ну нет, плавно, просто это все как-то он там спросил меня, может, знакомые есть. М. Как бы. То есть он сразу как-то начал это говорить, что вот я сейчас пробую, что-то в этом роде. Может, у тебя есть кто-то посоветует? Да, давай вместе вот искать. Окей. И сколько так вы с ним занимаетесь этим? 5 лет. Вы продолжаете этим заниматься сейчас тоже? Сейчас нет. Закончили? Да. После чего? Мужа арестовали. О, Мне тоже 6 месяцев дали условно. Но не за проституцию, не за то, что... А просто нелегальный бизнес, это в любом случае. Незаконное трудоустройство. Все же в основном без визы, они туристы. То есть вам дали полгода условных не за то, что вы проституток Да, привозили? просто за нелегальное трудоустройство. А почему? Они не знали, чем вы занимались? Или просто им было сложнее доказать? Доказать, естественно, как они могли доказать это. И проще было доказать, что вот нелегальных работников, и поэтому... Да, что они задержали. Практически все караочки чекают полиция постоянная, либо иммиграционная служба. Поэтому везде ловят. А мужа посадили? Муж посадили На сколько? на год. Он еще не вышел или вышел? Нет, уже выше. Уже вышел? Да. И чем он сейчас вы занимаетесь? И он чем занимается? Но он продолжает этим заниматься. А вы как к этому относитесь? Отрицательно. Друзья, как вы знаете, в каждой стране нам нужно кучу всего организовать. Передвижение, проживание всей съемочной группе. И в каждой стране находятся прекрасные люди, которые поддерживают нас и помогают, чтобы этот проект в принципе мог существовать. И, например, сегодня Джанбек, он помог нам сделать так, чтобы мы вот жили здесь в тепле, в комфорте и сделал нам вот все хорошо. Спасибо тебе за это большое. Давайте поэтому узнаем, что он делает и воспользуемся его услугами. Всем привет, ребята. Мы занимаемся экспортом автомобилей и отправляем отсюда в Казахстан, в Россию. То есть, если мне нужна машина, то мне, может быть, проще купить у тебя, чем у себя в Да, это стране. будет выгоднее. Дешевле даже? Дешевле и выгоднее, да. И лучше комплектации, сборка оригинальная. Ага. Вот. Класс. Ну вот я понял, что ты вот эту машину привез, это пример, который можно Да, купить. это на продажу. Сколько 46 тысяч долларов. Вот такая 40 тысяч долларов? С растаможкой, с доставкой в Москву. Уже полностью? Со всеми расходами, Она да? будет моя, с документами? Да, все верно. И ты все под ключ сделаешь? Все верно. Ну, смотрите, как приятно. Если вам нужна машина, ссылочка в описании. Все к Джанбеку, обращайтесь. У тебя есть клиентка по имени Ксюша. Ау! А кто она? Она работала здесь эскортницей. Ага. Что она тебе рассказывала самое необычное из своей практики? Самое необычное, что меня удивило, она говорила, что у нее было от 5 до 10 тысяч корейцев парней. И это только в Корее. А она работала в разных странах. То есть, естественно, у нее там послужной список, несколько десятков тысяч мужчин. И это круто, на самом деле, потому что ты можешь выбрать, что тебе подходит больше всего. Ты считаешь, это нормальная такая практика для У тебя не было никогда таких мыслей, что вот ты переспишь с разными девушками, поймешь, какая девушка лучше, какой секс тебе нужен? И ты выбираешь. Ну, как тебе сказать, я почти 10 лет женат, поэтому... Татьяна, не смотри дальше это видео. Мама, ты тоже не смотри. Я просто очень люблю свою жену, и поэтому о других даже не думаю. Ой, молодец какой. Жена, смотри это видео. После того, когда вас арестовали, вы приняли решение не продолжать? Я продолжала. Муж сидел в тюрьме, я продолжала, потому что мне же нужно было где-то зарабатывать деньги. Я продолжала. Почему тогда вы все-таки в какой-то момент сказали, все, стоп? Муж освободился, я думала, что он будет чем-то, найдет нормальным заниматься, но он не захотел. А я сказала, что я буду чем-то другим заниматься. Окей. А сколько девушек вы за все время привезли? 1000. 1000? Да. А сколько таких вот агентов или менеджеров, как вы здесь, работают? Примерно. Тоже 1000. То есть 1000 умножить на 1000, это в основном там сотни тысяч? Да. Сотни тысяч девушек? Да, все сами едут, все сами находят. В основном мы не ищем, все сами находят. Я, конечно, не знаю, но вы в основном на России специализировались?
Россия, другие страны тоже, Казахстан. В основном, конечно, Казахстан и Россия. Но если предположить, что общее население вот этих там Казахстана, России, там, допустим, там, до 200 миллионов, ну, с учетом ряд соседних стран, да, и из них девушек, ну, допустим, четверть, ну, таких в этом возрасте, да, это там 50 миллионов, то 100 тысяч — это прям огромный процент. Это при том, что мы говорим про одну страну. Если мы возьмем еще все другие страны, то, скорее всего, эта цифра порядка, там, не знаю, 2 миллионов, может быть, девушек, да, во всем мире работает, да, может быть, и 5. А если эта цифра 5, это 10% от всего женского населения стран СНГ. Ну, взять Инстаграм сейчас. Каждый второй travel-блогер, девушки. Извините, я travel-блогер, просто... Ну, девушки. В основном все travel-блогеры, которых, если я смотрю, каждая вторая работала у меня. Если не у меня, то в Дубае. Почему travel-блогеры? Ну, видимо, они же не могут сказать, что проститутка-блогер. Они поскольку постоянно путешествуют, да? Да. Все время то одна страна, то Конечно, другая. они в основном не Им же возвращаются все равно в надо Россию. выкладывать это, да? И выкладывая это, они, ну, как бы им надо это объяснить, ну, Ну и себе да. в том числе. Ну, или по пути, раз уж приехала тут поработать, еще и можно контент снять. Да, путешествия. А вы думали, как монетизировать наш проект, ребята? Ищите мне дополнительные задачи. Шутка, конечно. Ладно. Каждая вторая. Ну, практически в интернете. Даже по телевизору я смотрю иногда российское ТВ, вижу девушек в каких-то передачах, которые работали у меня. Ну, сейчас они все на передачах правильные, конечно, там они модели, блогеры, в основном модели, естественно. Обалдеть. То есть, если написано модель, то там статистика уже даже не 1 к 2, да? Ну, возможно, я не могу, конечно, за всех утверждать. Также студентки, которые в Корее, естественно, не буду за всех говорить. Есть кто приезжает учиться, а есть кто приезжает учиться, точнее, сначала работают, а потом идут учиться. Прокомментируй, что сейчас будет, куда ты идешь? Ну, мы сейчас пойдем узнать цены. Что это такое? Как это правильно? Массажный салон? Это называется? Ну, массажный салон — официальное название. Официальное. Что неофициальное, я не знаю. И будешь проверять, да, что? Будем выяснять. Хорошо. Что это такое? Ну, давай. Держись. Давай. Все. Выйдешь, Да. 여기 마사지? 네, 마사지요. 마사지만? 뭘 받고 싶은데? 저기 서비스 없어요? 서비스, 돈 서비스는 추가해요? Помимо массажа, да, есть дополнительные услуги, это спросить? Ну, давай. 저기 서비스 얼마예요? 3만 원. 4만 원? 3만 원. 3만 원. 마사지랑 같이? 아니, 그러니까 이제 마사지는 여기서 네. 이제 계산을 하고 예. 여기 3만 원 추가하면 주는 거. Вот, помимо этих цен, еще 30 тысяч надо будет доплатить, чтобы она тебе... Совесть, это у них... ну, она тебе передернет. То есть массаж и плюс доп. Услуга, да? Да. Давай по поводу секса, да, узнаем? Секс опция? Ну, давай. сек스는 없어요. Вот она говорит, секса нет. Ага. Но совесть как бы есть, вот, 30 тысяч. Ну, окей, пойдем посмотрим. 네, 감사합니다. Меня просто цифра шокирует. То есть, если вот наш салфеточный расчет верный, то это каждая 20-я, а может быть и каждая 10-я девушка, живущая в СНГ, именно вот в этом возрасте, да, это возраст, скорее всего, там, до 30 лет, да, наверное, основной, или даже до 25, она путешествует, особенно если взять тех, кто путешествует из них, потому что из этих 50 миллионов, ну, большая часть, насколько я понимаю, там в России там не больше 15% в принципе имеет загранпаспорт, да? Ну, может быть, в этом сегменте их там чуть побольше. То есть, получается, если, в принципе, девушка выехала за границу из СНГ, то там вообще статистика каждая 4-я. Ну, в основном это афишируют молодые девочки. Кто постарше, они даже не афишируют это, что там где-то путешествуют, куда-то слетали. У меня работали учителя на каникулах, девочки. Они в России учителя, на каникулах здесь. Полицейские работали, девочки. В отпуске. Подработка. Я не могу, мой мозг не верит в такую статистику. Ну, то есть я... Ну, я тоже, кстати, можно сказать,
до какого-то возраста даже не понимала, что существует проституция. Всегда же говорили, я вот слышала раньше, там, Турция, вот это рабство, никто добровольно не поедет никогда. Но здесь нет рабынь, все здесь, все добровольно приезжают по собственному желанию, никто не заставит. Ну, не знаю, как за другие страны, но в Корее никто и никогда не заставляет работать, не забирают ни документы, ничего. Все добровольно идут. Кто-то работает без интима, а подружка работает в интиме, естественно, переманивает к себе, потому что это другие деньги. Все идут добровольно. Нету здесь рабства точно. И плюс ко всему, Корея более такая лояльная страна. Если поймала полиция или миграционная служба, тут не избивают, не садят в тюрьму, как мне рассказывают в других странах. Здесь просто депортируют домой. Вообще интересно, это получается, что в любом типе сегменте общества, например, алкоголики, там все начинают с рюмочки пивасика, а потом, скатываются некоторые там до бомжа. В наркотиках то же самое. Сначала там чуть-чуть попробовал, понюхал, и потом, люди умирают. Да? И здесь то же самое. Вроде бы казалось, что кто-то без интима, но ты все равно в этой среде начинаешь общаться, среди этих девочек, кто-то рядом один разок согласился, второй, и потом начинают больше этим заниматься, и все скатывается в то, что... Да, я бы не сказала. Кто-то выходит замуж и перестает этим заниматься, потому что девочки молодые все равно, и у них любовь-морковь, дети начинают появляться, и кто-то бросает заниматься. Кто-то есть у меня, кто работал до замужества, вышли замуж, родили ребенка и опять прилетают. Есть и такие. Муж думает, там жена на заводе, в мотеле, убирает мотели. Есть еще система просто мотелей здесь, где тоже на поток работают. Оплата маленькая, но много гостей. Может быть 10-20 гостей за ночь. И поэтому за счет потока зарабатывают деньги. Они говорят, что мы там в мотеле убираемся. Уборка. Они как потом обманывают своего мужа, что откуда они деньги взяли? Или они просто не рассказывают о наличии этих денег? Возможно, не рассказывают, возможно, просто вот такие большие деньги в Корее платят, рассказывают. Поэтому если ваша жена уехала в мотель уборщицей, а заработала как владелец небольшого ресторанчика, то стоит задуматься. Да, наверное, стоит задуматься. Еще у меня была одна такая интересная клиентка. Она, когда приехала в Корею, она начинала с $50 за один раз. Потом она сделала себе пластические операции. Кто не знает, у меня фирма, которая занимается пластической хирургией. Она себе сделала новый нос, сделала глаза, сделала липосакцию, сделала грудь. И после апгрейда, с момента, как она приехала в Корею, до настоящего момента прошло около 2 лет. За это время она сделала операции, подготовилась, и теперь она получает не $50 за раз, а 250. То есть, в принципе, инвестиция в себя вполне окупилась. Это очень интересно. То есть кто-то вкладывает в фабрику, в производство, кто-то в закупку рекламы, кто-то в накапливание подписчиков, а кто-то просто инвестирует, так сказать, в тело, потому что он дороже продает. В принципе, звучит логично. Но, конечно, представить себе человека, который так живет, это необычно. Окей. Это просто по-другому. У меня поначалу тоже были такие мысли, когда я начинала знакомиться со своими клиентками, и когда они мне рассказывали какие-то истории своей работы, своей жизни. Я поначалу, честно, была в шоке, я офигевала. Было даже, наверное, с недели, когда я не могла спать, потому что я была, реально в ахере. Когда мне говорят, у меня было 10 тысяч мужиков, начиная встречаться с парнем, ты должна от чего-то отказаться, от хорошего секса, от денег или от того, что он заботливый. То есть, девочки-проститутки обычно так говорят, не бывает идеального мужчины, нужно от чего-то отказаться. Либо от денег, либо от хорошего секса, либо от заботы какой-то. И любви к себе, да? Давай сразу. Ты согласна с этим утверждением, что из 3 у мужчин может быть только 2 пункта? По моему опыту в данный момент, к сожалению, наверное, да. Возможно, я встречу идеального парня, у которого будет иначе. Но пока что... Срочно, у многих девушки. парней проблемы с чем? В сексе, на мой взгляд. Да? То есть деньги есть, забота есть, а не очень, да? Его либо мало секса, либо его не хватает, либо он какой-то не такой. И они не хотят учиться, чтобы сделать его таким. Для меня это, пожалуй, самая такая большая сложность. Распространенная проблема, да? Так, девушки, напишите в комментариях, что вы встречали мужчину, который по 3 параметрам хороший. И который еще не изменяет. Это очень важный пункт. Это уже 4-й. 4, хорошо, 4 пункта.
Ладно. Так, 4 пункта. Напишите, пожалуйста, надо реанимировать мужиков. Ну, статистика. А то есть я скажу, что такие бывают, это же не будет субъективное мнение. Поэтому, пожалуйста, девушки, как-то исправьте нам статистику. Хороший секс, заботливый, не изменяет и есть деньги. 4 пункта. Я прямой вопрос спрошу, поскольку вы в этой деятельности работали, вам тоже, наверное, предлагали пойти работать девушкой? Ну нет, мне не предлагали, я же держала клуб. Свой клуб еще у вас был? Да, Вот такой караоке? да. А сколько, получается, вот у вас получалось зарабатывать на такой деятельности? Порядок. Ну, 3-4 тысячи долларов в день. В день? Да. То есть, грубо говоря, вы зарабатывали как самая топовая проститутка, только в 2 раза больше? Как топовый сутенер? Ну да, топовый сутенер зарабатывает в 2 раза больше, чем топовая проститутка. Наверное. Ну, я знаю девочек, которые вот в Лондон летают, в Европу. Они в день, я думаю, зарабатывают 10 тысяч долларов. Ау. Там другие расчеты. И у кого есть возможность, ну, такая возможность не у всех есть, потому что, конечно, другие запросы в Лондоне, где-то вот в Европе уже. Хотя есть там и дешевые девочки, ну, если кто-то хорошо зарабатывает, вот такие 10 тысяч долларов больше, то, конечно, и девочки вкладывают в себя. Здесь, в Корее, больше, если даже вот взять по меркам России несимпатичная девочка, то в Корее она может быть вполне симпатичная для корейцев, на их взгляд. Поэтому, если приезжала девочка, у которой, ну, скажем так, выглядит как ребенок, вес, наверное, килограмм 40, естественно, нет никаких выпуклостей на теле. Но она очень популярная была, потому что, вот, видимо, вот этот стайл корейский, его не предугадать. Есть девочки, которые там выглядят, ну, как Барби. Они могут быть непопулярными даже. То есть здесь Барби Да. может быть не Ну, востребована? нет, востребованы, если молоденькая совсем, а если там какая-то взрослая... Барби за совсем, 60? Барби за 60. Вы знаете, кореянки за 60 работают. Местные девушки тоже участвуют? Конечно, еще как. Обращаются к проституткам абсолютно разные ребята. Насколько я слышала, бывают мальчики, которые приходят из армии, говорят, что они лучше всех. Есть женатые ребята, которые приходят, и у них уже, как говорят клиентки, пустые яйца. То есть они начинают заниматься сексом, они кончают, ну, объем очень маленький выделяемой жидкости. Вот. И моя клиентка говорила, что она спросила у одного такого клиента: а что ты пришел, у тебя-то яйца пустые. А он не сказал: ну а что, ну так надо, так принято. Вот я вышел утром, да, из дома, перед работой нужно заехать к проститутке. Вот, заехал он к ней рано утром и уехал. То есть вот в этом еще заключается большая разница между проститутками и девочками, кто работает в барах. Проститутки, как правило, работают с раннего утра и рано ложатся спать. То есть они в дневную смену работают. А девчонки, кто работает в барах, они работают, как правило, вечером. То есть они выходят на работу там, ну не знаю, в 6, 7, 8, 9 вечера. Что такое утренняя смена? То есть это распространено перед работой заехать к проститутке? Да. Ну то есть там типа в 6, 7, 8 утра. Перед работой заезжают проститутки. Могут зайти в обеденный перерыв потом и после работы. Типа вместо обеда, чтобы перекусить, вместо перекуса... Ну, могут и перекусить, и проститутки. Что там быстро же? Ну, пару там минут и доширака всё. заварила, пока он заваривается. Да, они быстро прям вот на потоке вот так. Мои клиентки говорили, они типа дверь открыли, ребята зашли, они их там за 2 минуты того и говорят: ну все, пошел отсюда. И дверь закрыли. Это быстро для них. Фастфуд такой. Да, они знают приемчики, Фастфак. секретики, как любого парня быстро довести до оргазма. Вот на самом деле нам бы поучиться у таких девчонок. А вот поскольку мы с вами в Сеуле, в Южной Корее, хочется вот какую-то местную особенность понять, потому что мы когда едем в какую-то страну и изучаем темы, да, чтобы понять, какие темы лучше могли бы раскрыть эту страну. И здесь почему-то практически сразу, как только мы поехали, сразу эта тема всплыла. Эскорт, проституция, караоке. Нам все стали об этом говорить, что если вы сюда едете, обязательно, нельзя это не подснять. Да, что это здесь очень развито, очень распространено. Как так получилось, что именно вот в этой стране это так востребовано? Если вы на любую улицу пойдете, кругом мотели сплошные. Сходите на любую улицу, где вот эти веселые улицы, пьяные улицы, сплошные караоке. Корейцы любят посещать А караоке. посетители это кто? Местные? Конечно, местные. То
есть это такой спрос у местных корейцев. Например, если ты работаешь в какой-то организации, да, в каком-то офисе, они в основном всегда собираются офисом, вот корпоратив раз в месяц, где оплачивает у них компания, и они в основном все идут вот в такие нарибаны, караоке. Секундочку. Компания организует оплачиваемый корпоратив от компании. Да. И кореец в основном не может отказаться от этого. Он обязан идти на корпоратив. Секундочку. И корпоратив оплачивает поход Просто вот дает в такое карту. караоке? Да, почему нет? Им дают карту с стриптизершами или какой-то проститутками? суммой. Ну, стриптизерш нету. Ну окей, Да. ну то есть, подожди, я просто первый раз так вообще слышу. То есть компании, вот работает сегодня человек в офисе сидит, Да. и ему компания, как корпоративное мероприятие, оплачивает поход к проститутке. Ну, не конкретно к проститутке, они же не могут знать, куда пойдут. Ну, в принципе, начальник может с ними пойти. В этом ничего такого нет. Начальник приходит со своими подчиненными. И вместе платит да. девушкам, которые Естественно. либо голышом танцуют, либо интим. Ну, голышом не танцуют. Ну, если играют в какие-то, как сказать, есть в Корее алкогольные игры, там приходится иногда и раздеваться на какие-то такие... Ну, хочу сказать, единственное, в защиту девушек СНГ, они не позволяют настолько много, чтобы там залезть в штаны, там сиськи дать полапать. Это маленький процент, который дает действительно. А вот девушки... Это те, кто без интима. Те, кто без интима и с интимом. В караоке они в основном этого не позволяют. Окей. А, внутри самого караоке. Да. А если уже мотель, то можно. А в мотеле, пожалуйста. Окей. Мне еще рассказывали, что здесь есть какие-то прям клубы чуть ли не для извращенцев. Там какие-то... Ну, в основном работают девушки с Азии. Это Вьетнам, Таиланд. В таких клубах? Да, в таких клубах Вьетнам, Таиланд и Филиппины. Там, конечно, бесплатно и в штанах передернут. Что это за... Это тоже караоке такие? Да, караоке такие же. Просто это бедные страны, я думаю, что ну, они более такие развратные, и они за каждую, там, не знаю, за каждый доллар готовы гостя облизать, поэтому они, конечно, там делают все. Было такое, что тебе предлагали? Да, было. Это был мой первый раз в Корее. Мне тогда было 20 лет, я приехала к подружке в гости. Я просто шла, гуляла одна по городу Пусан, и за мной, наверное, несколько минут шел такой пузатый мужичок. Я до сих пор помню, у него было такое большое брюхо, и он был в белой рубашке. То есть брюхо прям вот выпирало, короче. И он явно не делал липосакцию. Вот. Он шел за мной, и на светофоре я остановилась, он меня вот так вот взял за руку и говорит: пойдем со мной в мотель, я дам тебе, типа, $2000. Ого! Сразу по повышенному прайсу. Ну, то есть, типа, да, то есть он мне предложил не 50, и даже не 100, он мне предложил 2000, и я такая, что... Конечно же, я не думала тогда, не подсчитывала ничего, я была маленькая, очень испугалась, и я просто вот так этого оттолкнула и убежала. Это сейчас-то я знаю, что меня за большие деньги пытались снять, да, то есть это был комплимент. Ну, ты бы и согласилась, если бы сейчас уже так подумала? Нет, конечно. Но деньги неплохие. Окей. Значит, я хочу понять причину возникновения этого. И первое, что я услышал, что это прям даже корпоративный стандарт в компаниях может быть, что все ходят вместе на такие, назовем их, вечеринки. Окей, а что еще? Ну, то есть корпоративы есть в каждой стране, ну или практически в каждой, да? Но не везде это считается нормальным. Как это так здесь? Здесь считается это вполне нормальным. Ну, естественно, не для жен корейцев. Но я думаю, что тут проблема в их каком-то менталитете, не знаю, потому что большой процент после рождения ребенка просто не имеет интимных отношений с женой. Почему? Не знаю. Вот это такая статистика в Корее существует. Ну, как они себе это объясняют? Не знаю, после родов вот как-то у них так. Теряется интерес к женщине? Возможно, интерес, возможно. Они, лично я интересовалась, почему он говорит, что жена с ребенком спит в другой комнате там. И часто, кстати, у корейцев, вот у нас в России, да, не принято спать раздельно мужу и жене. Здесь большинство спят раздельно.
имеют отдельные комнаты, отдельные кровати. Ну, там на свидание ходят в какую-то одну, видимо, комнату. Особенно после рождения мама спит с ребенком, папа в другой комнате. Ну, это же какое-то время, там, пока малыш. Привыкают, я думаю, что потом всегда это отдаляются, и я думаю, что люди все равно уже за это время, и тяжело снова вот это возобновить, да. Окей, как вы сами оказались в Корее? Замуж вышла, познакомилась в интернете с мужем. Ого, на каком сайте? По-моему, Mail.ru. Знакомство Mail.ru, вы познакомились с парнем, который жил в Корее. Да. И поэтому вы к нему сюда приехали, переехали? Да. Но вы тогда еще не знали, что он будет этим заниматься? Ну, конечно, не знала. А если бы узнали, приехали бы? Не знаю. Я, может быть, приехала, потому что я тогда не понимала, что это вообще такая система существует. Ну, как бы, если бы мне сказали там на словах, я бы сама не видела, и я бы не поверила даже в это. У вас есть какое-то внутреннее осуждение себя за то, что вы в этом участвовали? Ну, есть. Еще раз повторюсь, тут нечем гордиться. Угу. А в чем вот вы думаете, ну, вы были неправы или что вы делали неправильно? Если максимально откровенно сказать. Ну, просто повелась на большие деньги, наверное, на поводу мужа. Как бы, как сказать... Ну, это не мое направление, чтобы я этим занималась. Нас некоторые ругают и говорят, зачем вы такое снимаете? Это трэш, там еще что-то. А на самом деле это же возможность каждому человеку понять, что такое вообще существует, и не обманывать себя. Ну, так устроен сегодня мир, в нем это есть. И судя по цифрам, которые вы называете, это много. И надо как минимум это понимать, что это есть. Второе, учитывать это в своем собственном выборе. И, например, не обманывать себя, не оказываться в ситуации, когда ты без денег, в ситуации, когда тебя там к чему-то принуждают, и просто знать, что это бывает. Ну, наверное, есть кто-то, для кого это нормально, и он и сам это может выбирать, но полезно это знать. Или там, если у вас есть дети, дочка и так далее, что просто как бы понимать, что это есть. Не прятаться и говорить, что все хорошо, мир розовый, ничего в нем нету. Это есть, но просто надо учитывать это в том, как ты действуешь, какие решения принимаешь. Ну, я думаю, что даже посмотрев этот выпуск, там элементарно, если дочь подойдет к маме и скажет, мама, меня позвали в Корею, там легкие деньги, там на завод работать, ну, как бы маме надо задуматься, я думаю, что кого-то спасут от этого. Вы бы хотели, чтобы это так было? Ну, почему нет? Это же тоже ненормально. И сегодня в Корее, где, в принципе, безопасно в этой даже сфере работать, а завтра в Дубае, где я знаю, что и избивают, и послезавтра в Турции, где там все, что угодно может произойти. В Японии могут накачать наркотиками. В Китае, например, задержали девочек, посадили в тюрьму. Мама не знала, где дочь. Возможно, чья-то дочь сейчас сидит в тюрьме, а мама не знает, да, думает, там, на связь не выходит. Она просто сидит в тюрьме, не может позвонить. Побрили на лысо. В Китае вот сидела она 6 месяцев в тюрьме. Что там с ней делали? Ничего, просто сидела. Ждала депорта. А у них семьи вообще, знаете, чем они занимаются, девушки? Я-то поняла, что большинства не знают. У многих девчонок даже, если они даже приезжают просто работать сюда в бары, у многих есть на родине там мужья, женихи, какие-то родственники. Они, как правило, не знают. Они думают, что девочка приезжает работать в магазин, на завод, что-нибудь еще такое делать. Но на заводе, в магазине не заработаешь столько, чтобы отправлять родителям деньги там, да, или покупать квартиры, естественно. Или там носить брендовые шмотки. Поэтому некоторые родители думают, что-то на заводе в Корее так много платят. Хорошие заводы там, да? Samsung, наверное. LG, может быть. Платят много. Отлично. Еще с переработками прям вот просто хорошие деньги. Была у меня одна клиентка, она у меня делала липосакцию, и через полгода она привезла маму в Корею, она приехала делать липосакцию маме, и попросила меня не говорить маме, кем она работает. То есть мама не знала, за какие деньги живет ее дочка, да, то есть за что она зарабатывает себе, откуда у нее есть деньги на оплату маме операции, да. То есть она мне такая говорит, Тома, только ты не говори моей маме, что я работаю. Такая, ты что, конечно, я не скажу. У меня была идея, что ты маме берешь и расскажешь, да? Она такая, мама, вы знаете, ваша дочка работает проституткой. Я не знаю, как она себе это представляла, но, конечно же,
тайны клиенток — это всегда то, что остается в сердце. Никакие тайны клиенток никогда никому не рассказываются. Даже если она проснулась там от наркоза и начала что-нибудь выдавать странное, это всегда остается только между нами. В завершение темы представьте, что это видео будут смотреть либо мамы девушек, да, либо сами девушки, которые, возможно, рассматривали для себя такой вариант или допускают. Что бы вы им посоветовали или порекомендовали ваше такое обращение, исходя из того, что у вас большой опыт изнутри? Летать вместе с дочками отдыхать. Наверное, так. Ну, я не знаю, я вот повторюсь, что я не думала, что это настолько большой бизнес на самом деле. И летают люди, путешествуют, отдыхают, я также думала. Когда я уже в этой сфере, я понимаю, что практически все девушки, которые летают отдыхать, travel-блогеры, у которых, типа, там, не знаю, заработок где-то непонятно где. Ну, не будем считать блогеров, да, которые действительно большие блогеры, зарабатывать могут деньги большие. А такие девушки, котом. 10 тысяч подписчиков, даже до 300, я знаю девушек-блогеров, подписчиц, которые работают. Все они работают. Нужно немножко понимать все равно, с кем общается, чем занимается ваш ребенок. Ну, это такие инструменты контроля. Наверное, они уже нужны на более поздней стадии, когда проблема началась. А если мы говорим о предупреждении этой проблемы, я так понимаю, что все-таки вряд ли можно назвать девушек с очень хорошим психологическим здоровьем. Не знаю, я думаю, что здесь никак не предугадать. Я еще раз скажу, что студентки едут учиться, но денег хочется все равно. В основном люди-то едут учиться тоже не прямо из богатых семей, где-то там мама кредит взяла, кто-то бесплатно едет учиться, да, там выигрывает грант. Но все равно хочется, еще раз повторюсь, не все здесь такие. Ну, кто-то хочет хорошо одеться, куда-то сходить, куда-то еще слетать, может быть, здесь рядом Филиппины. Нужны на это деньги, все идут, подрабатывают. Кто-то идет на завод, а здесь, в принципе, можно на заводе работать. Студентам, да, подрабатывать. Но это маленькие деньги. На заводе месяц нужно работать, чтобы получить $2000 с утра до вечера. А здесь все равно свободное время в ночь. Если она даже вышла, там один раз подработала, заработала, и пошла домой на 2 часа, пришла, поработала, это уже она как за неделю на заводе может получить. Причины понятны. А вопрос, как построить внутренний диалог внутри семьи, чтобы такие ценности были неприемлемы, а приемлемы какие-то альтернативные сценарии? Я думаю, что в каждой семье все равно изначально есть ценности. Если в моей семье, допустим, проституция это было что-то недопустимое, то я этим сама и не занималась. Никогда. Поэтому, наверное, это из самой семьи исходит. Тут из поколения в поколение ценности, поэтому тут ничего не построишь. Раз родилась дочка, я сейчас ей ценности построю. Если у мамы другие ценности. Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Все равно ребенок будет похож на вас, поэтому тут только так. Мама пример должна дать. Классно. На этой фразе предлагаю закончить. Спасибо большое.